Тут даже какая-то печать вон. Professional Provider for Open Source Products. Тут написали Demo Board. Цену вообще 20 баксов поставили. Хотя обошлось оно в 120. Почти, чуть меньше. Мне сделали небольшую скидку. Поэтому я бы хотел в особенности рассказать об этом продавце. Я 3 раза заказывал Hack.rf. Один раз мне только, как видите, это первая посылка, которую я реально получил. До этого, как я выяснил, в почтовой компании в другой город под треком, который мне дали, отправили какие-то полотенца кому-то, а мне дали как трек от моей посылки, в которой был Hack.rf. Единственное, что у этого продавца не было корпуса в продаже, и я купил его это без корпуса. Корпус куплю отдельно, расскажу, где купить. Уже нашел хороший корпус. Думал напечатать, но, к сожалению, мой 3D принтер на днях приказал долго жить, поэтому его придется как-то либо восстанавливать, либо переделывать. Электроника сгорела. Вот такая коробочка. Вот так все упаковано внутри. Пару бумажечек. Это не бумажечка, пару таких вот поролонок, или как это называют. И 2 платы. Я, наверное, эту коробку уберу уже. Вот так вот. Это Hack.rf One. И это портапак, еще и с батарейкой. Ну, сейчас расскажу, покажу. Наверное, надо начать с Hack.rf. Сейчас мы его раскроем. Вот так открывается. Пакет не запакованный, не запечатанный, но не важно. Вот такая симпатичная черная плата. С этой стороны выглядит довольно прилично. Пайка аккуратная, плата помытая. Сейчас глянем тут. Ну тут да, тоже вынужден я сказать, что либо китаёза, зная, что я буду делать обзор, я этого не скрывал, этой платы, отобрал что-то хорошее, либо он и правда продает что-то хорошее. Экран приоткрыт немного, вот видно. Ну, в принципе, тут на защелках садится на защелки, вот они напаянные. То есть он не припаян сам экран. Можешь показать крупным планом? Вот они. 2 защелки, 3, 4, 5, 6 защелок припаянных. А вот тут вот он не закрыт. Вот он отходит. Ну, это я сделаю отдельный обзор. Это просто такая распаковка, скажем, анонс. Значит, Hack.rf. Вот такая плата. Номер раз, то, что я получил в этой новогодней посылке. И портапак. Тоже пакет не запечатанный. Заклеен скотчем. Вот такой вот портапак. Это пленка пошкрябанная. На вид тоже все чистенькое, хотя нет. Тут, ну, это от какого-то скотча, по-моему, след. Это надо спиртом отмыть. Все в пленочках. На вид симпатично выглядит, признаюсь. Батарейку мне человек этот китайский подарил, так сказать. Ну, плата грязноватая, портапак грязный. При этом даже не знаю, или как-то хреново помытый, или не знаю что. Ну, тут что-то допаяно так кустарным образом. Вот это надо будет еще расследовать. Возьми крупным планом. Вот это вот недоразумение, я бы сказал. Вот так вот. Проводочки. На плате есть TXCU. Выход на батарейку. И батарейка, которую мне довесили. Картридер. Тачскрин. Этой батарейки нету, но это несложно исправить. И это вот, насколько мне известно, залог на будущее. Это разводка под модуль GPS.
какой конкретно тут используется, я не знаю. Ничего пока что сказать не могу. Ну вот как-то так это все выглядит. Дальше надо подключать к этому всему антенну и проверять. Так вот подключил я антенну, собрал его на скорую руку. Вот что мы видим тут. Вот так вот это все. Не знаю, как оно должно работать. Ага, вот. То есть это никакой не таучскрин. Во всяком случае, у меня оно как таучскрин не работает. About, вот, портапак, iHavoc. А вот так вот. О, сработал как таучскрин. Еще раз. Ну да, он работает как тауч. Ну вот как-то так буду разбираться, смотреть, потом покажу.